Всем привет! Сегодня у нас открылся первый босс битвы за кризис. В этом ролике рассмотрим 3 моих команды, которыми получилось нанести больше всего урона. Это будет команда ауры, неустрашимости и команда ледяного взрыва. Я также пробовал ядом, разъеданием, но там вот что-то вообще не пошло, поэтому решил отбивать именно этими командами. Ну что ж, погнали! Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Начнем сразу с команды ауры. Также не забываем, что у нас есть баф на ускорение, поэтому тоже тайминги у нас от этого будут меняться. Я использую здесь вот такие. Также, чуть-чуть даже вот так. Да, поставим на 29,5. Пусть так и будет. Забыл чуть-чуть исправить. Ардред я не ставлю тайминги, пусть она там по КД бьет. Ну и коту, соответственно, тоже, потому что у него цикл 18, а у нас 17. Поэтому ставить смысла нет. Саппорта будем использовать Ардред в раздачу сопротивления. Киваем ей сеты из двух частей, просто из-за того, что в допах у нас есть сопротивление. Все, тут больше ничего не требуется, просто везде в проках ищем как можно больше сопротивления. Руны также. Ну, тут сопротивление, защита и ускор. Это единственное, где мы можем взять защиту и ускор именно без потери. Все остальное у нас вот идет. Также у нас талантик вот этот будет помогать нам заливаться. Она будет очень часто тут давать, поэтому тут живем мы вообще без проблем. Ну и соответственно ставим ребра, а когда Анелизис не достает она, поэтому ставим ей и руну, и броню на сопротивление, в допах все на сопротивление. Иначе просто не получается нормально жить, чтобы они резали, поэтому 420 в принципе хватает. Янта тоже тут все поставил ей на сопротивление и на точность, так как она у нас штрафовик. Больше тут особо ничего не менял, да, шанс крита мало, хотелось бы побольше, но тут нам главное, чтобы просто нам не резали, потому что босс жесткий, прям вообще невменяемый, поэтому как-то вот так. Линкас тоже куча сопротивления, раздача атаки, тут тоже раздачу атаки поставил, точнее перчатка на атаку и раздача урона. Тут просто где больше сопры, то и поставил верха, ну и по атаке просто чтобы не перегонял, хотя это наверное здесь не важно. Да, по поводу Тареси, тут я смог, там взял, можно сказать так. 218 сопротивления получилось на скрипсти, конечно нужно здесь побольше, потому что босс вообще жесть какая. Вот, поэтому как-то так. Также важный момент, когда у нас Ардред стакает нам 10 стаков, и если вдруг тайминги съедут, скорее всего так и будет. Просто берем, замедляем бой, отключаем тайминги и ручками все выравниваем. Это прям, если хотите, нормально, четко отбить. Поэтому, когда произошла порезка, видите, что стаки Ардред нам дала, все выравниваем и потом уже на авто продолжаем бить. То есть вариант, конечно, не для ленивых, но кто хочет урон набить, тот его в принципе набьет. Больше тут заморочек особо нету, живут без проблем и до конца. Следующая команда — это команда ледяного взрыва. Тут важный момент — это точность и сопротивление именно на Виньяре, чтобы босс ее ни в коем случае не резал. Все, также шмотку поставил на перепроверку, просто из-за того, что тут хороший прок. Ну и в принципе пусть там на Этериал немножко раздает по точности. Тут бронька на сопротивление и именно с этого сета, чтобы ускорение себе побольше стакать, и перчаточка на дебаф. Также просто из-за того, что здесь есть точность поставил, ну и сопротивление тоже. Смотрите, что на крит урон, в принципе она и так стоит нормально, без проблем. Ну и часы, пробовал без часов, нифига не получается, поэтому как-то вот так. Тоже мимик вообще здесь обязательно именно с вот этим талантом, чтобы мы могли попадать в тайминги. Давайте сразу их покажу, какие вот у меня тайминги здесь используются. Венера, соответственно, без таймингов. Этериал тоже без таймингов. Если нет Этериал, ставим Зорока. Ну и сундук тоже будет стоять у меня без таймингов. Все остальных, соответственно, ультует Шина, за ней сова, и потом уже через некоторое время будет ультовать Белдель. Остальные герои все без сопротивления. Их босс вообще не трогает. Давайте я вам сразу покажу, потом продолжим уже по снаряжению. Вот как у нас это происходит. Все, она просто его режет и все. Он не ходит, соответственно, и он отвернут в эту сторону. То есть он не достает по нашим героям. Белка стоит у него за спиной, спокойно его бьет. Так же, как в принципе все остальные. Тоже и Этериал. Вот поэтому как-то так. Как бой проходит, вы в принципе посмотрели. Думаю, всем все понятно. Соответственно, сопротивление никого не собираем. Тут у нас Белдель, как обычно, в шанс крита. Кстати, неплохо еще получилось так в шанс крита собрать.
брать. Вот этот сет и неплохо заходит, и вот этот. Пробовал на атаку, с ним почему-то хуже. А так, в принципе, перчаточка на дебафы отлично зайдет, если у вас есть Этерил. Если без Этерил, то перчатка в идеале, которая на связь стихии. Когда у нас, допустим, 5 героев льда, у нас дополнительный бонус. Поэтому, если Этерил нет, то, соответственно, у нас дебафов будет меньше. Придется шину делать в разлом и сюда ставить Зорока. Шина у нас, соответственно, сети залива и раздача атаки. Все на атаку, чтобы она как можно сильнее бафала у нас Белдель. Этерил точность и ускорение. Чем больше, тем лучше. Потому что ракушка висит вообще постоянно, и чем чаще она будет ультовать, тем, соответственно, больше мы урона нанесем. Потому что ульта нам дает уязвимость к ледяному урону. Соответственно, чем чаще она еще будет накладывать снежинки, тем будет чаще заливаться и, соответственно, чаще ультовать. Ну и сова тут, в принципе, просто где допы хорошие понасобирал. Верха вообще черти что. Меня интересуют только доп статы. Тут они неплохие, с хорошими проками, поэтому поставил. Если нету совы артефакта, посмотрим, что у нас там свободно, в принципе. Ну, как минимум, рога оленя свободны и, соответственно, сфера тоже свободна. Поэтому, как минимум, 2 артефакта у нас гуляют в свободном плавании. Любой из них можно будет поставить. Да, также еще, кто по континенталкам смотрел, видел, по поводу этой перчатки, не обязательно именно этот сет, тоже ставите любой, просто здесь хорошие проки, поэтому поставил именно ее. Основной дэмэдж дилер у меня Белдель, поэтому в чем там одета сова мне вообще безразлично. Ну и если вдруг нету ни совы, ни Этерил, то придется, в принципе, ставить. Но выгоднее всего все равно ставить именно героев ледяного взрыва, потому что саппортов тут особо уже никаких и не добрать, которые бы нам на урон как-то повлияли. Типа, если уж все так плохо прям, я бы, наверное, какое-нибудь ледина бы поставил. Просто из-за усиления атаки хотя бы уже. Это хоть что-то он уже даст. Плюс нам не нужны всякие там мира, которые побегут сюда и попадут под раздачу, потому что Белдель забегает ему прям за спину, а Этерил, она вроде как и милишник, но не совсем. У нее есть тоже рейндж атаки по аналогии с Лильванис, поэтому она стоит вообще за Белдель и может раздавать еще и с помощью этого сета именно бафать на урон Белдель. Еще раз показываю, как это происходит. Вот у нас бежит Белдель, и тут уже стоит, получается, Этерил. В случае с мира он побежит сюда вообще на эту клетку и будет резаться, поэтому нам это тут не нужно. Да, так самый идеальный вариант это иметь именно Этерил. Многие ее в принципе крутили там под шахматы, под арену, поэтому очень надеюсь, что она у вас есть. Ну и также, если нету, допустим, совы, но есть Этерил, то ставим Зорока. То есть Зорок у нас приоритет. Так, на этом в принципе все с этой командой. Едем дальше. Тут у нас команда неустрашимости. И давайте тоже сразу сейчас покажу по поводу Маштура, если нету. Тут его роль вообще, ну как, он сам по себе, конечно, парень крутой, бафает нам урон, но если нету, нам в любом случае нужен именно милишник, который будет нас подхиливать. То есть какой-нибудь даже Маштур, он уже не подойдет. Огак там и так далее. Нам нужен именно милишник, который будет хилить. То есть в идеале, конечно, это бы была вообще калавера какая-нибудь. Потому что сейчас я вам покажу. Расстановка, кстати, очень важна. Мы играем через сопротивление, но на Гуинавивр у меня сопротивления нету. Она сейчас будет прыгать за спину боссу. Смотрите, как это происходит. Вот у нас стартует бой. Босс, получается, бьет Маштура. И, в принципе, он режет всех, ну, кроме Кульвиды и кроме Гуинавивр. Но, опять-таки, Кульвида туда-сюда прыгает, поэтому на подраздачу тоже иногда попадает. И сделать так, чтобы, допустим, Настенка тоже прыгнула за спину, так не получается. Вот, кстати, у меня сопры чуть не хватило, и Настенку иногда он режет, к сожалению. Поэтому, да, бывает, она фейлит нам тут бои, к сожалению. Так, сейчас, короче, суть какая. Если нету Маштура, то вот здесь будет у нас стоять какая-нибудь калавера. Просто, чтобы она хилила, и все, больше от нее тут ничего не требуется. Маштур у нас почет за точность, сопротивление и все, что связано с щитами. Ну и, конечно же, Альянс Ангелов. И это вот такой. Глубинный дар, просто куча ускорения и ракушка, чтобы он как можно чаще ультовал. Таланты тоже обязательно именно вот эти все. Также шмотка на раздачу урона вокруг себя и на дебафчики. Верха чисто для ускорения и для характеристик. Гуинавивр просто взял с воронки, в принципе, ничего не менял, сопру не давал, так как ей это не нужно. Кульвида, ну, 360 сопротивления и выжил, при этом оставив
точности и все остальное в атаку. Она у нас в кукольнике и бафает нам атаку, соответственно. Ну и Настенке пришлось броню тоже давать на сопротивление, иначе он будет ее просто резать постоянно. Также даже вот 355 все равно проскакивают у нас дебафы и порезки, поэтому тяжеловатенько. Ну, больше чем столько уже, ну просто, ну не могу дать, поэтому, ну как-то так. Так, тайминги не помню, показывал, нет, тайминги использую вот такие. Можно, в принципе, чуть-чуть разброс побольше сделать, потому что, ну все равно, из-за того, что он очень часто рубает эту порезку, все равно там что-то как-то, да, проскочит забой, поэтому лучше промежутки чуть-чуть, наверное, побольше сделать. Тут уже смотрите сами, насколько у вас там сопротивления хватает, поэтому нужно будет чуть-чуть подобрать. Можно сделать промежуток побольше, допустим, 17,5. Да, возможно, даже в этой команде можно сделать и 17,5. Тут уже зависит от того, насколько часто у вас будут съезжать тайминги, и остальное будет зависеть также от вашей нервной системы уже, на что вы готовы, в принципе. Я бы особо тут не заморачивался, но тем не менее. Вот такие вот, в принципе, у нас команды получились. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан, подписываемся на канал, вступаем в телеграм-канал, ссылки в описании. До скорых встреч, всем пока.